Пока Питер плавится в 33-градусную жару, моя голова плавится от того, что мне нужно снять квартиру с животными. Несколько недель назад собственники нашей квартиры позвонили и сказали, чтобы мы освобождали эту квартиру, они сами хотят в ней жить. И мы начали поиски квартиры, той самой, которая сдается людям с животными. О том, как это происходило, я расскажу вам в своем видео. А сейчас приготовлю себе освежающий коктейль и продолжим наш разговор. И прежде чем я начну рассказывать свою историю, я вас очень попрошу поставить лайк, написать комментарий, снимали ли вы когда-нибудь квартиру. Может быть, это тоже было снятие с животным, или сдаете ли вы квартиру людям с животным. Напишите свое мнение, почему да или почему нет. Друзья, привет! Меня зовут Юлия, вы на моем канале, и я вам расскажу свою историю и почему мы снова переезжаем. 4 года назад мы переехали в Санкт-Петербург вместе с дочерью, сняли эту квартиру, где живем сейчас, и прожили в ней ровно 4 года. 15 августа было бы 4 года, как мы переехали в Санкт-Петербург. Эту квартиру нам удалось снять только лишь потому, что мы приехали часа на 4 раньше, чем договаривались с собственниками. Мы приехали, встали возле парадной в машине и, позвонив им, сказали, что мы хотим быть первыми, и как только вы придете, пожалуйста, позвоните, мы готовы ее посмотреть. Собственники тогда рассмеялись и предложили, когда они на обеденный перерыв здесь появятся, покажут нам квартиру. Так мы стали первыми просмотрщиками и сняли эту квартиру с нашей кошкой Мишей, потому что здесь до нас жила девушка с собакой, и собственники спокойно относились к тому, что мы здесь будем жить с кошкой. Квартира довольно простая, ремонт здесь как таковой отсутствует, портить здесь особо нечего, поэтому собственники достаточно спокойно к этому отнеслись. Но квартира очень удобно расположена, рядом с метро, отличный ЖК, поэтому нас все устраивало. Мы прожили здесь ровно 4 года. Раздался звонок от нашей собственницы, и она сказала о том, что сама хочет начать здесь жить, сделать ремонт и переехать в эту квартиру. Конечно, мы этого никак не ожидали. Пару дней мы ходили под впечатлением, но делать нечего, нужно двигаться дальше. Моя дочь, которой сейчас 22 года, сказала мне о том, что «мама, наверное, нам нужно разъезжаться, тебе жить отдельно, мне с моим молодым человеком жить отдельно». Мы посовещались и приняли решение, что будем искать разные варианты. И та квартира, которая нам больше всего понравится, мы снимем. Главное, чтобы собственники были не против животного. Я начала искать квартиру небольшой площади для себя одной и животного. Моя дочь с молодым человеком начали искать квартиру чуть побольше площади, но тоже с животными. И на всякий случай присматривали большую квартиру тоже с животными. Наша кошка – это член семьи, и никто из нас не хочет от нее отказываться. Я хотела бы оставить этого компаньона себе. Моя дочь, конечно же, ее так же любит, как и я, и готова с удовольствием забрать ее себе. Поэтому какая квартира найдется с животным, туда Миша и поедет. Первым делом, конечно же, я на Авито посмотрела квартиры в нашем ЖК. И, о чудо, нашлась квартира, и удивительно, с великолепным ремонтом, и было написано, что можно с животным. Такая удивительная случайность меня немного насторожила, потому что, как правило, с животными сдаются квартиры, где, такой средний бабушкиный ремонт, где нечего портить, где уставший вид квартиры, и хозяева спокойно сдают такую квартиру людям с животным. Я звоню хозяйке,
Добрый день. Вы сдаете квартиру? Да, сдаем. Когда готовы показать? И она мне говорит, да хоть сегодня вечером. Я аккуратно спрашиваю, у вас условия, которые прописаны в объявлении, точно такие же, как и в реальности? Ну, я предполагала, что, может быть, она поставила галочку «можно с животными» случайно, и так ненавязчиво у нее спросила. Она говорит, да, конечно, что вы имеете в виду? Я говорю, у вас написано, что можно людям с животными. Она говорит, да, можно. Сейчас там живет молодой человек с котом, он выезжает через 3 дня, и мы готовы ее снова сдать людям с животными. Вот это чудо! Квартира большой площади с отличнейшим ремонтом сдается людям с животными в нашем же доме, ну, в нашем ЖК, немножечко другой корпус. Мы бегом побежали вечером ее смотреть. Хозяйка предупредила, что клининг полный будет заказан через несколько дней, поэтому не обращайте внимания на какие-то там неубранные вещи или, может быть, грязный пол. Они заказывают полный клининг в компании после отъезда молодого человека, и после этого готовы будут ее нам предоставить. Я хорошо, я все понимаю. Я была просто ошарашена тем, что можно так легко снять квартиру и переехать из одной парадной просто в другую. Мы поднимаемся на лифте, выходим из лифта в общий такой коридорчик, и просто меня сбивает запах кошачьей мочи. Я понимаю, почему они готовы сдать эту квартиру людям с животным. Подходя ближе к этой квартире, я просто не верила тому, что так может пахнуть от одной кошки. Что должно происходить в квартире, чтобы так пахло? Но это запах как минимум 10 кошек в подвале. Приближаясь к квартире, желание туда заходить у меня просто опускалось ниже и ниже. А хозяйка была с мужем, который, глядя на меня, давал мне понять, что он понимает, что шансов у них сдать эту квартиру нам все меньше и меньше. Зайдя в квартиру, я просто ужаснулась. От этого запаха у меня начинали слезиться глаза. Желания проходить, конечно, не было никакого. Молодой человек, который жил в этой квартире, а квартира на минуточку стоит 100 тысяч в месяц аренда, он даже не убирал за кошкой горшки. Ну, ужасно. И выйдя оттуда, я очень хорошо поняла таких хозяев, которые пишут: квартира с животными не сдается. Они против не животных, они против таких хозяев, которые даже не убирают за своим животным обычные следы естественного обитания. И получается, что есть в этом доля правды, что собственники не сдают свои квартиры людям с животными, потому что после этого эту квартиру восстановить очень сложно. Конечно, клининг вычистит ковры, диваны, душевые кабины, но как выветрить этот запах из квартиры, я не знаю. Прошло около 1,5 недели с того момента, как мы ходили смотреть ту квартиру, и ее до сих пор не сдали, и они понизили уже цену арендной платы и, наверное, потратили немало денег на то, чтобы ее убрать. А мы продолжали искать на Авито ту самую квартиру, которая бы нам понравилась, и не находили. Я готова платить немалые деньги за то, чтобы жить в комфортных условиях. Но из-за животного я вынуждена была всматриваться в объявления квартирами, которые больше напоминали клоповники, нежели комфортное жилье для человека. Я подумала о том, что, а может быть, это не так? Может быть, люди пишут о том, что они не готовы сдать квартиру с животными, но на самом деле они не готовы к безответственным хозяевам. Что если я напишу текст сообщения хозяевам в таком ключе, что покажу свою ответственность, что покажу свою готовность платить за своего животного повышенный залог, предоставить рекомендации от хозяев этой квартиры, где я сейчас живу. И я набрала текст подобного сообщения. Добрый день, меня зовут Юлия, мне 45 лет, я ищу квартиру для себя, для одной,
и для своей взрослой кошки. Она у меня стерилизована, приучена к горшку, она не портит предметы и интерьер, и я готова за нее повысить залог, ну, примерно на 10-20%. Вы знаете, из 10 сообщений, которые я написала в таком ключе, мне отказали ровно 2 раза, написав «нет, квартира животным не сдается». Остальные 8 человек мне написали «перезвоните» или «хорошо, готовы показать вам квартиру». Боже мой, о чудо! Оказалось, что люди, видя вот эту готовность человека нести ответственность за того, кого мы приручили, понимают, что имеют дело с адекватными, взрослыми, ответственными людьми. И я поехала смотреть эти квартиры. Точно такое же сообщение писала моя дочь на те квартиры, которые искала она. Результат был абсолютно тот же. Я смотрела свои студии недалеко от станции метро, где я работаю. Посмотрев несколько студий в такую жару, я туда заходила и понимала, что дышать там просто нечем. 25 квадратных метров – это одно окно или окно с лоджией. Они, как правило, без кондиционера. Находиться там невозможно. Температура выше 30 градусов. Никакой вентиляции, никакого сквозняка, потому что там сквозняк не из чего делать, если только открыть дверь в квартиру и окно. Посмотрев несколько таких студий, я поняла, что нужно искать квартиру все-таки, хотя бы однокомнатную полноценную квартиру. В это же время моя дочь договаривалась с собственниками на другие квартиры, которые они смотрели для себя, и несколько квартир снова очень большой площади, которая бы подошла нам на время для проживания втроем. Почему говорю на время? У меня в Ульяновске выставлена на продажу наша квартира. Сложно она продается, практически за год было всего несколько показов, около 10. Ипотека очень высокая, желающих купить ее не нашлось. Но сейчас ипотека начала падать, и она продолжит падать. Я знаю, на сайте Сбербанка есть график ключевой ставки, которого они стараются придерживаться, и по этому графику к концу года ключевая ставка должна достигнуть 16%. Это значит, что ипотека немножечко оживет, и я не теряю надежды на то, что квартира моя продастся. И вот это временный период, хотя ничего не бывает более постоянного, чем временный, но этот временный период мы проживем все вместе. Мы поехали смотреть большую квартиру в питерском стиле, это сталинский дом, потолки 3,30 высотой, площадь примерно 65 квадратных метров, большая кухня, 2 огромные просто спальни, и за счет потолков они очень-очень просторные. Мы не верили опять-таки своим глазам, что такая классная квартира сдается людям с животными, двор зеленый, метро рядом, нас все устроило. Недолго думая, мы согласились на эту квартиру. Но тут нас снова ждал подвох. Оказывается, что этот дом не подключен к тому провайдеру интернета, который важен одному из членов моей семьи. И мы снова оказались в поиске. В течение всей недели каждый вечер мы ездили, смотрели квартиры. Я смотрела маленькие для себя, мы смотрели средние, мы смотрели большие, но ничего нам не подходило. И я решила связаться с внуком собственницы нашей квартиры, который тоже живет в этом ЖК, где мы сейчас, и попросить написать в чат дома сообщение, что освобождаются приличные жильцы, нет ли желающих сдать им квартиру. На что он мне сказал: я напишу вам свои рекомендации, но у меня у самого освобождается квартира с 1 числа, и я вам готов ее предоставить даже без залога. То есть он уже нас знает 4 года, потому что бабушка его, хозяйка этой квартиры, его бабушка, она живет далеко,
а он решал все бытовые дела, и он нас очень хорошо знает. И предложил свою квартиру даже без залога. И она находится не то чтобы близко к этому месту, но, так скажем, недалеко. На машине минут 15 ехать тоже, в принципе, ок. Завтра мы едем ее смотреть. И также нам понравилась еще одна квартира, очень просторная и большая, находится недалеко опять от нашего ЖК, но они чуть-чуть завысили арендную плату выше рынка, и мы им сделали предложение свое по цене, ждем от них обратный ответ. Пока ждем этот ответ, поедем посмотрим квартиру от наших собственников другую, и, наверное, пора собирать вещи. Когда мы переезжали сюда, я все везла в машине, это было, казалось, не так много вещей, а сейчас как будто бы мы обросли снова какими-то вещами. Ну, наверное, человек на то и человек, чтобы улучшать свою жизнь какими-то разнообразными предметами быта, одежды, обуви, и предстоит все это разобрать. Я на Авито заказала вакууматор, пакеты для него. Нужно еще заказать коробки и постепенно начинать разбор территории. Мы так и не знаем, каким составом кто и где будет жить, но вещи надо разбирать. Очень тяжело это делать в такую жару, поэтому потихонечку, вечерами, постепенно начинаем разгребать наши хоромы. И я не знаю, как получится дальше. Теоретически мы можем и август здесь прожить, но тогда мы должны будем за август за эту квартиру заплатить и логично искать квартиру к концу, конечно, срока аренды. Вот так обстоят дела на текущий момент. Каждый день у нас что-то меняется, каждый день мы обсуждаем, договариваемся, смотрим. Это очень изматывает, эти поездки по квартирам, разговоры, постоянные какие-то обсуждения внутри семьи. И плюс такая жара, конечно, не добавляет нам легкости в этом процессе. Но мы движемся вперед. Я не знаю, откуда я с вами выйду на связь в следующем своем видео, но чтобы узнать, куда мы переехали и где я буду жить в следующем видео, не забудьте подписаться, поставить лайк, я вам очень благодарна. Это помогает мне двигаться вперед и продвигать мой канал. Всего хорошего вам и вашим питомцам. И до новых встреч!